Всем привет, с вами канал Грузин на Марсе. Сегодня очень интересная серия. Мне понадобился второй автомобиль в семье. И для того, чтобы просто ездить по Москве по своим делам. Свой автомобиль Audi я отдал супруге. Поэтому, думаю, куплю себе автомобиль до 1 000 000 рублей. За 1 000 000 рублей на нашем рынке сейчас нового ничего не взять. Я смотрел разные варианты. Бэушек, Kia, Hyundai. Немцев сильно поддержанных. Но потом решил, думаю, мне на полгода-год машина вполне достаточно будет и гранты. Да, вполне достаточно будет и гранты. Что еще хотел сказать? Кто покупает в 23 году гранту новую? Покупают те, у кого нет денег, очевидно, на другую машину, да, там, и машин нет за те деньги, которые есть у нас. Обзвонил я много дилеров, даже пользовался автоспотом, полная хрень. Ничего нормально не работает, завышают, закидывают цену огромную, прям, честно скажу, пытался купить через сайт с поездкой в Тольятти, но это гиблое дело, во-первых, во-вторых, машин за 700 тысяч нет. Я был готов на такие спартанские условия. В итоге я позвонил своим друзьям в Кунцево, на что им большое спасибо. Я не одну машину уже у них покупаю и много лет с ними сотрудничаю, когда привожу параллельным импортом автомобили новые, тоже продаю им. Итак, мы едем за грантой. Давайте смотреть, что из этого получилось. Поехали, друзья, поехали. Не забывайте подписываться. Поехали. Итак, что мы получаем за 930 тысяч рублей? Вот такой интересный ключ, в котором нет ничего, не открыть, закрыть, ни центрального замка. Это мой личный автомобиль, хэтчбэк. В общем, все, в принципе, как и в девятке. Открывается он, смотрится, кстати, неплохо. Что у нас есть за 930 тысяч рублей? За 930 тысяч рублей вместе с каско полным мы имеем комплектацию Classic, у которой нет кондиционера, но есть АБС, есть гидроусилитель, передние стеклоподъемники. Мне поставили еще музыку, ковры, сеток нет. И резину зимнюю Pirelli дали. Вот, колпаки такие. Все по классике. Давайте посмотрим, что внутри. Как открывать и закрывать это чудо-автомобиль. С ключа. Та-дам! Пока я сделаю сигналку. Самое интересное, что закрыв, вы закроете только одну дверь. Надо не забыть закрыть и ту дверь изнутри, как было и раньше. Напомню, у нас 2023 год. Так, передние стеклоподъемники, музыка. Давайте сделаем это приятное. Есть музыка. Приборы от Приоры, который у меня когда-то был, обогрев стекла заднего. И ничего. Для сигарет место, наверное. Опа! Своим ковриком. Раз. Подлок. Как его? Бардачок. Так, для зарядки. Вот она есть. Прикуривателя в ладе тоже нету. Подлокотника тоже нету. Собственно говоря, вся тачка. Сейчас посмотрим багажник, какой огромный. Багажник после того, как вы закрыли центральный замок, через 30 секунд закрывается. И не открыть его, имейте в виду. Вот 4 колеса спокойно поместилось 14 радиуса. Багажник вместительный.
ноу-хау. Обратили внимание, да? Не ручка, а вот такая хрень. По поводу бензина. Мне сказали, что можно лить 92-й. Что-нибудь здесь написано? Здесь не написано. Ну, наверное, буду лить 95-й, потому что у нас с 92-м как-то не очень будет. Важный момент. Я спрашивал по поводу 90 сил, что это 8-клап, и нужно его регулировать, клапана. Мне сказали, что нет, не нужно. Нужно, вернее, регулировать раз в 90 тысяч. 90 тысяч, надеюсь, я на этом автомобиле не буду ездить и продам его к чертям. Посмотрим, что с газовыми упорами. Есть ли они у нас? Ну, конечно, нет. Откуда здесь? Ни антикора, ни газовых упоров. Да специально не буду делать антикор. Все как есть, так есть. Прекрасно известный всем 8-клоп. Защиту поставили. Все окей. Ну, что вам рассказать про него? Намек на шумоизоляцию. Уже неплохо. В целом, вот такой весь автомобиль. Бюджетный вариант на 2023 год. Эксплуатация покажет, что и как. Машину оплатили. Пойдем забирать ее. Стоимость машины в итоге 838 тысяч. Идем платить в кассу. Да, даже на Ладу нужно оформлять каску, потому что, видимо, угоняемый автомобиль. 25 тысяч рублей. Вот такая стоимость каска на прекрасный Ладу Гранту. Ингострах. По каждому автомобилю решил снимать для вас, сколько стоит новая Нива. Новая Нива Travel стоит 1 312 000 в этой комплектации. Еще, я думаю, тысяч на 50, на 60 что-нибудь вам закинут. Нет ни подлокотника. Кондиционера тоже я не вижу. Без кондиционера, без охлаждения. Вот такая тачка. Так, что еще у нас тут есть? У нас еще есть Веста. Веста седан, комплектация Enjoy стоит 1 646 000. Ну, эта цена не итоговая, вам еще добавить сверху чего-нибудь на колпаках машины. Комплектация не AST. Так. Есть еще энтузиасты, которые покупают вот такие автомобили. Интересные, хорошие, красивые. И вот мы в утилитарном автомобиле под названием Лада Гранта за 920 тысяч рублей. Комплектация Classic. Туда вошли уже и резина, и ну да, резина, тонировка. Сигнализация не вошла. Музыка, которая вообще ужасная, если честно. Ну, хоть что-то, чем вообще ничего. Вот, собственно говоря, все. Так, в автомобиле нет кондиционера, это самое главное, конечно, минус. Есть АБС, есть гидроусилитель руля, который мне, в принципе, не нужен, был бы лучше кондиционер, но кондиционера нет. И вообще для меня шок, в принципе, что нет центрального замка. А центральный замок, мои дорогие, это прям вот must have. Почему? Потому что там автомобиль нужно открывать ключом, а у нас зимы. А это значит, что привет 20 лет назад, когда я покупал когда 99-ю, все, в принципе, было то же самое. Открываешь, греешь зажигалкой ключ и засовываешь, чтобы открыть. Либо размораживатель замков. Ну, конечно же, размораживатель замков нужно сначала купить и возить с собой в машине. А его, как правило, никогда нет. Ну, это закон подлости. Итак, буду снимать про эту тачку. Что я буду с ней делать? Наверное, не особо ничего не буду делать, но в режиме убийства она будет у меня жить. Я езжу каждый день много на работу, обратно, съемки и так далее. Мне нужен автомобиль, который мне будет не жалко, и через полгода-год я его продам. Я даже думаю, дороже, чем я его купил. Конечно, конечно, хочется много хейта сказать, что это все, в принципе, говно, и лучше это не покупать. Но, с другой стороны, у меня политика другая. Лучше это иметь, чем вообще ничего не иметь, ездить на транспорте там и выпендриваться и говорить, что вот, они лучше, те лучше. Конечно, лучше. Объективно лучше. Ну, думайте, тачка 21 год, машина стоит 1 000 000 рублей, и у нее нету центрального замка.
Ладно, там кондиционер, там АБС, центральный замок. Ну, мы запускаем ракеты в космос, а вот центральный замок сделать, чтобы он был подешевле, не можем. Но это хрень, если честно, и без этого можно прожить. Главное, что она новая, не будет ломаться, экономичная, будет спокойно ездить. Даже что-то поломается, я могу сделать сам. Про этот автомобиль я буду чинить сам, никаких сервисов, ну, кроме там замены масла. Хотя, может быть, и изуродуюсь, найду где-нибудь, где можно будет поменять, там, залезть на яму и поменять масло сам. Я последний раз масло менял на отцовской копейке лет 20 назад. С вами был канал Грузин на Марсе. Я постарался вам выразить свое мнение, рассказать о автомобиле, о покупке, как это сделать, где это сделать, как купить. Нет никаких скидочных программ, не думайте, что это все как бы вот сказки, реалии. В наше время сейчас покупают либо Ладу Гранту, который самый популярный автомобиль, я уже повторюсь, либо покупают китайцев. Про китайцев я очень скоро сниму ролик первый. Я на тест-драйве одного китайца прокатился, очень даже ничего, и я вам про него расскажу и про те условия, которые дают сейчас. Не знаю, будет ли еще ролик под Новый год или нет. Ну, желаю вам не болеть. Поздравляю всех вас с наступающим Новым годом. Подписывайтесь, пишите комментарии. Всегда вам буду рад. Чао.